Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Это мой второй канал. Канал о моем хобби. Мое хобби — это столярка и стройка. На этом канале будет все об этом, о строительстве автодома, пирса, чем как раз я сейчас и занимаюсь. Не так давно я начал заниматься досками для настила пирса. Вот короткое видео об этом. Доски разного размера, это самый минимальный размер доски, которая будет на пирсе. Она в принципе готова, но так как доски будут стоять под открытым небом, хотелось бы, чтобы вода стекалась с них лучше. Поэтому хочу сделать кромку по всей доске и считаю, что так будет выглядеть эстетичнее. Кромку можно сделать либо таким фрезером ручным провести, либо таким фрезером. Но я решил пойти дальше и захотел сделать фрезерный стол. Как вы уже поняли из названия этого видео, чтобы обзавестись фрезерным столом, есть три варианта. Первый вариант и самый простой — это купить готовый полноценный фрезерный стол. Второй вариант — это сделать полностью фрезерный стол самому, и трудностей в этом никаких нет. И есть третий вариант — что-то купить, какие-то детали для фрезерного стола и что-то сделать самому. Я решил пойти как раз таки третьим вариантом. Не так давно я сделал вот такой стол, сварил его и приделал фанеру на скорую руку. Этот стол был создан для подачи больших досок, для циркулярной пилы, для рельсового станка, чтобы мне было легче работать. Но после этого я купил вот такие замечательные штуки, ролики, и необходимость в этом столе отпала. И поэтому за основу я возьму именно вот этот стол. Да, здесь небольшое расстояние, но благодаря, опять же, этим роликам, они регулируются, можно будет фрезеровать доски совершенно любой длины. Также на Озоне я заказал детали для фрезерного стола. Вот этот станок должен выступать в качестве основного. Здесь есть все необходимые упоры. И также имеется деталь для регулирования высоты фрезера. На самом деле здесь ничего сложного нет. Единственное, что нужно сделать, это утопить эту деталь в плоскости этой детали. То есть сделать углубление в этой доске на толщину вот этой детали. И чтобы общая поверхность была у них в нуле. Так, также я понимаю, нужно будет сделать необходимое углубление для этих болтов еще дополнительные, потому что, чтобы вот эта деталь могла двигаться спокойно. Расположил деталь по центру и сейчас с помощью фрезерного станка буду убирать дерево на толщину того металлического столика, подстолья. С помощью этой детали сейчас сразу же настраиваю высоту углубления. Получилась идеальная высота.
Итак, друзья, немножко напортачил изначально. Не получилось у меня все с фрезером как нужно, поэтому появились зазоры. Да, ни на что не влияет, поверхность 0. Но оставить я так не могу, поэтому с помощью сейчас вот такого клея и опилок, который валяется успешно на полу, сделаю затирку, закрою все эти щели. Итак, друзья, под вечер я закончил с фрезерным столом. Также пришлось переделать направляющую, потому что первые попытки сломали мне направляющую. Здесь ее немножко покорябило. Эта направляющая подходит только для маленьких фрез. То есть, если большие фрезы, то они начинают уже задирать эту направляющую. Деревянная направляющая в этом случае гораздо лучше, потому что если фреза начнет задевать деревянную направляющую, то она ее распилит. Детали для направляющей взял из тех, которые были в комплекте, но заменил вот эти металлические части на такую вот дубовую доску. Что касается фрезерного стола, думаю, получилось у меня неплохо, выполняет свою функцию. В принципе, его очень просто выполнить самому, без дополнительных вот этих частей в виде металла. Но лично мне с этой вставкой нравится гораздо больше, плюс есть все необходимые запчасти, и потерял я на его изготовление фрезерного стола гораздо меньше времени. В общем, на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. Сейчас только начало. Удачи!